Если вы планируете поездку в Стамбул и думаете, что посмотреть за один день в историческом центре, вы попали по адресу. В этом видео мы покажем вам идеальный готовый маршрут, в котором будет все: самая вкусная еда, актуальные цены и уникальные бесплатные локации. Сегодня мы приехали в самое колоритное, шумное и вкусное место Стамбула. В этом видео я покажу вам локации, которые сделают ваш день в Стамбуле незабываемым. Вы увидите, где попробовать мясо по-турецки, которое буквально тает во рту. Узнайте актуальные цены на еду и транспорт, прогуляйтесь с нами по легендарному египетскому базару и узнайте, где купить самые вкусные турецкие сладости. А еще мы заглянем в бесплатный интерактивный музей в самом центре города, который часто пропускают туристы. Будет вкусно, интересно и полезно. Поехали! Наш маршрут начинается в очень интересном месте. Мы оставили машину и пешком идем в сторону площади Султан Ахмед через базар Араста. Этот рынок гораздо спокойнее и уютнее, чем тот же Гранд Базар, но турецкого колорита здесь не меньше. Смотрите только, сколько всего здесь продают, от турецких сладостей до украшений, текстиля, магнитиков. Здесь сразу чувствуется Стамбул. Ковры, специи, сувениры, все буквально на каждом шагу. А людей здесь обычно намного меньше, чем на других рынках, и это идеальное место для красивых кадров без огромных толп. Муж не смог пройти мимо, нашел себе вот такую капитанскую кепку. Как вам, скажите, идет ему или нет? Стоит она 400 лир, это примерно $8,5. Ну, придется добавить это в наш счетчик трат за сегодня. В Стамбуле, кстати, вообще очень легко что-то купить просто так случайно, особенно в таких местах. Здесь вот прямо на выходе есть такая кафешка и продают турецкие сладости. Давайте посмотрим, что тут есть. Вот такой вот лукум и пахлава, конечно же. Вкусненько выглядит, ну, по ценам 250-290 лир. Какая-то есть за 95 лир. Мужчина молодец, работает, чистит обувь, ну и делает себе рекламу. Вот мы вышли прямо на площадь Султан Ахмед. Это сердце исторического Стамбула. И перед нами сразу появляется голубая мечеть, одно из самых узнаваемых мест города. И даже если вы видели ее на фото, вживую она ощущается совсем по-другому. Сюда, кстати, можно зайти на экскурсию вне часов молитвы. Обязательно это сделайте, если будете в Стамбуле. А с другой стороны стоит красавица Айя София. Правда, сейчас она на внешней реставрации, я так понимаю. Я вообще люблю это место. Масштаб просто поражает, сколько раз сюда не приходи. Все, последний взгляд на Айя Софию и бегом бежим на трамвай, потому что мы уже очень проголодались. Поедем буквально пару остановок до места, где готовят настоящий мясной шедевр. А вот здесь, кстати, стоит тот самый автобус туристический, на котором мы с вами катались в одном из видео. Тоже всем советую на нем прокатиться, очень классно, и посмотрите заодно весь Стамбул. Нам нужно спуститься к проливу Золотой Рог, и чтобы это быстро и без пробок сделать, мы садимся на знаменитый скоростной трамвайчик. Это маршрут Т1. Запоминайте лайфхак: в историческом центре Стамбула это самый лучший транспорт. На такси вы будете стоять в пробках часами, а на трамвае долетите буквально за 5 минут, тем более, что тут где-то пару остановок. Цены, конечно, в Турции меняются очень стремительно, но прямо сейчас одна поездка по Istanbul-Kart обходится в 42 лиры. Это чуть меньше $1. Сам маршрут на трамвае – это отдельный аттракцион. Трамвай едет прямо по узким историческим улочкам, мимо старинных зданий, витрин и ресторанчиков. И буквально пара остановок, пейзаж за окном резко изменяется, появляется запах моря, крики чаек и тот самый сумасшедший стамбульский колорит. Первая наша остановка на обед. Вот такой вот ресторанчик. Кавурмаджи Эфе Кемаль называется. Принадлежит вроде бы как какому-то известному мужчине, повару. Покажу вам, как здесь делают мясо. Вот так мясо часами томится в собственном соку в огромных чанах и становится невероятно нежным и буквально распадается на волокна. Потом повар вкладывает его в хрустящий хлеб или лаваш, и получается просто шедевр турецкого стрит-фуда. Вот такое у них тут небольшое совсем меню, и цены за меню с напитком от 530 лир, это где-то $11, до 831 лиры. Такая странная цена, не знаю почему, это где-то $18. И еще есть у них какая-то сладость за $90, и это в принципе и все меню.
Здесь концепция вот такой открытой кухни, готовят прямо при вас. Здесь есть несколько этажей. Вот, например, первый этаж вот так оформлен. Мы, наверное, пойдем повыше, может, какой-то вид классный будет. Сели вот здесь на втором этаже. Прямо с видом таким на трамвайную остановку. Мармарай там кажется. Да, вот это вот станция Мармарай. Здесь ее видно. То есть это прямо напротив. Очень удобно. Так что можете иметь в виду, что здесь можно вкусно пообедать. Капитан Мира. Смотрите, вот так выглядит меню. Здесь у нас сама кавурма. Показывать. Вот так называется. Кимин Мастер-шеф'te yarışmacıydı bu. Мастер-шеф, есть такое шоу. Ну, я думаю, в каждой стране, и в Турции тоже. И вот один из участников открыл здесь такое кафе. Ну, я его не смотрю, поэтому не знаю. В общем, вот так вот выглядит это меню в хлебе. Они сами пекут хлеб, я видела. Кавурма – это такое мясо, тушеное на специальной сковороде. Я вам покажу, или уже показала, может быть. И айран. Айран они сами делают. И вот такое вот меню. Одно стоит, kaç para menüsü bir tane? 2 tane aldık, 1058 lira. Yok, tanesi kaç? Tanesi 500 küsür lira işte. 580, нет, 540. 540 лир стоит такое меню. У нас с Мирой вот напополам. Видите, здесь овощи, лук такой обжаренный и мясо. Айран они сами делают. Я такое не люблю, если честно, муж любит. Давай, пробуй. İçi gerçekten güzel. Да, вкусненько выглядит, очень вкусно пахнет. Ну как? Nasıl? Şöyle söyleyeyim, ekmeğini kendileri yapıyorlar. Gerçekten çıtır çıtır yumuşacık. Они делают сами хлеб, и он такой очень хрустящий получается. Айран тадбаку. Как тебе айран? Etin tadı da güzel. Мясо тоже, говорит, вкусное. Айран? Ayran hafif ekşi ayran yapmışlar. Немножко, говорит, кисловатый. Ну, он должен быть такой, но... Ben genelde normal ayranları daha çok seviyorum. Да, Yani мы ekşi больше любим из sevmiyorum. магазина, чем такой. Это на любителя. Счет наш вышел на 1058 лир. Это за 2 меню. Вот таких вот. Ну, на двоих, я думаю, точнее на троих нам этого хватит, потому что я всю порцию явно не съем. Ну что, моя очередь сказать вам свое мнение. Я не знаю, вам слышно этот звук или нет. Мясо очень вкусное. Знаете, вот тает во рту. Я вообще люблю очень кавурму, но это прям действительно тает во рту. Я, конечно, не знаю, столько хлеба, это, наверное, не полезно для фигуры, но поэтому я взяла половинку. Очень хотелось попробовать. У них тут небольшой выбор меню, я вам показывала. Мы взяли самое обычное. Но для любителей мяса, правда, придите сюда и попробуйте, вы не пожалеете. Очень-очень вкусно. Так, актуальные цены на семит. 25 лир стоит семит. Вот такой вкусненький. Если с нутеллой или с сыром, то 50 лир. Вон у него нутелла есть. Можно вот так купить. Мужчина покупает как раз. А мы сейчас идем в сторону египетского рынка. Видите, вот даже вывеска есть, так что точно не потеряетесь. А здесь уже мороженщики устраивают свое шоу для туристов, скорее всего. Видите, какое турецкое мороженое. Как раз для таких трюков создано. Оно очень тягучее. Ого, ничего себе он растянул. Прикольно. Поэтому, конечно, с ним можно такие трюки исполнять. Видите, ой, не упадет ли оно у него? Не, нормально, ну прикольно смотрится. Ну а мы завернем вот сюда. Мы решили заглянуть в музей. Музей турецкого банка Ишбанк Асы. Он здесь находится прямо в Эминюню, и он бесплатный. Вот новая мечеть, которая находится возле египетского рынка. Все ее знают. И вот здесь прямо такой вот музей, трехэтажный музей. Сейчас пойдем посмотрим, что там интересного. И прямо на входе подарили книжечки. Покажи, какие. Одна о космосе, а другая о Жюль Верн. Это, кстати, знаменитая книжка. Классно, ну открой какую-нибудь посмотреть. Одна книга у меня есть от него. О, интересно. Сказали, что это на
на табель. В общем, подарок. Смотрите, как классно. Здесь сразу нас встречает женщина. Говорит нам добро пожаловать. Этот музей совершенно бесплатный. Но, видите, здесь людей вообще немного. Потому что мало кто о нем знает. Но я о нем просто случайно узнала из Инстаграм. Кто-то тоже снял, что есть такой бесплатный музей. Смотрите, вот, например, первая книга Банка, я так понимаю. Смотрите, как раньше писали. Не такими турецкими буквами, как сейчас, а вот такой как бы вязью. Арабская, да, наверное. Ну, потому что настоящий алфавит, который сейчас в Турции турецкий, это ввел Ататюрк, насколько я помню. А раньше до него было все на арабской вязи. Машинка, смотрите, какая классная. Для моей дочки это уже что-то совсем такое из ряда фантастики. А здесь у нас такая сценка, это экономический конгресс в Измире, который был в 1923 году. И здесь вот Мустафа Кемаль Ататюрк есть. Видите? Больше всего в этом музее нам понравилось то, что здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними. Например, Мира сразу заинтересовалась этой старой печатной машинкой и решила напечатать свое первое сообщение. Ну где она еще такое увидит? Для детей, которые выросли на смартфонах и планшетах, этот механический стук клавиш – это настоящая магия. Да и для меня тоже, если честно. И вообще этот музей – идеальное место, если вы приехали в Стамбул с ребенком. Здесь многое можно потрогать, понажимать, залезть в огромные старые сейфы, где когда-то хранились миллионы, и при этом никто вас не подгоняет, вокруг нет сумасшедших толп, людей здесь в принципе немного, наверное, немногие знают об этом месте, а я напоминаю, что вход сюда абсолютно бесплатный для всех. Это у нас коса, то есть типа хранилище, да? Тоже здесь прикольно так, подвал такой. Смотрите, как классно сделано. Геляшка. Süper. Sayılar ve rakamlar. Bunların hepsi bankaların işi. Evet. Смотрите, какой толщины дверь. Хранилище. А вот и хранилище. Мира. О, класс. Смотрите, сколько здесь много. Класс. Супер. Тут деньги есть и с ними. Хорошо, давай покажи, где деньги. Вот денежки турецкие. Это такой купюры, которые сейчас в ходу. И знаете, в Инстаграме тоже видела такое видео. Чем меньше у вас купюра, тем меньше на вас смотрит Ататюрк. То есть он поворачивается к вам лицом с увеличением номинала, получается. Здесь, получается, хранились ключи. И я думаю, ну как так, можно же перепутать. А муж говорит, что получается здесь каждая ячейка с двойным ключом. Один ключ хранился у хозяина, а другой в банке. И чтобы открыть, нужно два ключа использовать одновременно. Получается, как система защиты такая. А это, смотрите, знаете что? Это копилки такие. Здесь сбоку скручиваете бумажные деньги и туда нужно засунуть, а с другой стороны для монеток. Видно здесь? Да. Вот, видите? Вот они копилочки. Есть, оказывается, и новый вариант. В принципе, не так давно на столетие республики делали. А вот у мужа был вот такой вот голубой. Такая голубая копилочка. Ну, в детстве, конечно, ее давно уже нет. Вот вход в новую мечеть. Видите, здесь написаны правила, как нужно входить, как можно одеться. И такая она красивая. Ну, вообще все мечети в Турции, мне кажется, очень красивые. Но в эту мы заходили когда-то. Она прекрасна. Не хуже, мне кажется, чем голубая мечеть в Султан Ахмед. Так что всем туристам, кто в Стамбул едет, планирует, советую очень заходить в мечети на экскурсии. Это бесплатно совершенно, но вы посмотрите одну из таких основных достопримечательностей, которую можно увидеть здесь, в Стамбуле, и при этом совершенно бесплатно. Вот вам еще один такой пунктик. К музею бесплатно вы можете зайти еще и в эту мечеть. Тоже бесплатно посмотреть, что там есть интересного. А это мы сейчас выходим к площади, которая находится прямо перед египетским рынком. Вот это вход в египетский рынок.
И здесь площадь. Тут обычно кормят голубей. Видите, вот так. Вот эти будки здесь продают обычно дедушки корм для голубей, но сейчас они почему-то закрыты. Наверное, вечером. Вот эта будочка закрыта, а вот там продают. По 20 лир стаканчик корма продают. Можно купить. И здесь же детки, видите, кормят голубей. Здесь всегда стоит для них водичка. Голуби уже знают, что здесь корм. И вот так вот можно здесь пофотографироваться, покормить со взлетающими голубями. А вот и египетский рынок. Очень много раз вам его показывала, но показываю для тех, кто еще не видел его на моем канале. Продают кукурузку, каштаны. Все как всегда в Стамбуле. Жизнь кипит. Здесь какая-то экскурсионная группа. И куча народу на входе. Великолепный египетский рынок. Как всегда здесь жизнь кипит. Очень много туристов, очень много продавцов. Но цены здесь кусаются. Хотя многие отмечают, что это лучший рынок для покупки каких-то сладостей и сувениров. Вот продают, допустим, лук, кунчик. Давайте посмотрим, что по ценам. 600 лир за килограмм такой. И с фисташками 1500 лир за килограмм. Здесь у нас наборы, такой чай, который разводится. Его только туристы пьют, сразу говорю. 420 лир. Турки такое не пьют. Магнитики со Стамбула. Прикольные. Видите, каждая лавочка со своим продавцом. И здесь продавец зазывает вас, чтобы вы купили именно у него. Такая красота. Суджук. 700 лир за килограмм. Чай. Ну, это опять же все для туристов, потому что это такое в Турции не пьется. Мыло, пожалуйста. Еще чай со специями. Ой, как всегда, пришел покупать пастерму, нашу любимую лавку, которую я вам уже показывала в одном из прошлых роликов. Видите, машинка режет. Вот так вот готовая нарезочка получается. Пастерма – это вяленое мясо. Муж пошел, вот суджук висит, такая колбаска со специями. Sen ne alacaksın aşkım? Eski kaşar. Он старый сыр хочет покупать. Он любит. Видите, сыры здесь тоже есть. Baba şoryu ne yapacaksın? Так, мы здесь идем по базарчику, увидели, что здесь продается форма футбольная. Муж дочке покупает вот такую футболочку турецкую. Türkiye'de de yazın. Güzel. Потому что у мужа есть, а у Миры нету. Ne kadar fiyatı? 400 лир стоит такая футболочка. Здесь завернули буквально за угол от египетского рынка. И здесь тоже кипит жизнь. Смотрите, полотенца по 100. Вот такие подстилочки. Турки очень любят по 50 лир. Здесь тоже какая-то еда продается. Так, покажу вам еще всякие интересные штучки. Может, кому-то будет интересно знать цены, когда приедете в Стамбул. Вот такие кошелечки, кстати, очень красивые, тканевые. Со Стамбулом 250 лир. Каппадокия вон есть. Вот такие малыши есть с котиками. Значит, штучка 75, 3 штучки за 200. Повязочки по 100. Вот сумки еще классные. Смотрите, какая, например, прикольная сумочка со Стамбула. Цена их 400 лир. Красивые есть. Такие шоперы, наверное, да, это. С трамваем вот еще красивая, смотрите. В общем, есть из чего выбрать. Но я бы не сказала, что прямо сильно дорого здесь. Хотя это самый центр. Платочки по 200. Мы с вами в LC Waikiki за 300 видели. В де-факто за 400 я вам показывала. Поэтому цены здесь нормальные. Так, муж опять что-то нашел. Повязку нашел. Он и? O şey, denize girerken mi giyecek? O kadınlar işi ama sen. Kadınlar için değil mi? Yo, forma alırsak bunu da takarım kafama.
Alayım bir tane. Вот красивые платочки, смотрите, со Стамбулом. 350 лир. Я купила себе тоже такой со Стамбулом, только что, только вот этот розовый. По-моему, такой купила. В общем, покажу дома. За 300 лир уступил. В общем, всегда торгуйтесь. Вот здесь есть разные платочки, купальники. Короче, все такое же к пляжному сезону. Тапочки 500 лир. Пляжные тапочки. До захода в море. Здесь часы продают. Видите, все торгуются. Мы прошли мимо, там тоже девушка торгуется. Так, кроксы по 400, что ли, не знаю. Ну, это, понятное дело, не настоящие. Вот такой здесь рыночек очень-очень большой. Так что не забывайте выходить за пределы главных рынков. Зачастую на таких задних улочках дешевле и больше выбор. Решили поесть сладкого вот в такой вот знаменитой баклавичной, что ли, так сказать, афизм столько. Сейчас покажу вам здесь, какая вкуснятина продается. Только посмотрите на эту красоту, какие у них красивые витрины, это просто нечто. Баклава с фисташками, это какая-то шоколадная с фисташками. Еще много-много всяких вкусняшек. Правда, здесь очередь. Нас посадили на втором этаже. Снова с видом на Сиркеджи, только с другой стороны, видите. Так, смотрите, вот так называется место это, еще раз вам покажу. Очень популярно, здесь столько людей. Мы поставили в очереди где-то минут 5. Смотрите, дубайская какая-то новая сладость, нам сказали, 450 лир. Но я все-таки за баклаву хочу посмотреть, сколько стоит. Самая вкусная баклава. Вот, смотрите, есть такие сеты для тех, кто хочет попробовать разные. Вот, например, вот такая вот тарелочка из 4 видов, 545 лир. Наверное, закажу вот такой классический вариант, 490 лир, 3 кусочка квадратная. Это баклава с фисташками. Есть еще какая-то новинка, сейчас я вам покажу. Я ее видела на витрине, которую я вам показывала, шоколадная. Такая же. Видите, тоже прикольно, было бы интересно попробовать. Еще какая вкусная, сейчас я вам скажу. Вот эту я еще люблю. Здесь целый орех такой, и она очень прям вкусная, с орешками идет. 420 лир за 3 кусочка за порцию. Есть еще такая, здесь полностью фисташковая такая, короче, фисташковая баклава. Но для меня это слишком тяжелая такая пища. Муж мой такой обожает вот этот вариант, что он очень любит. 490 лир тоже. Ну, в общем-то, вот такие цены. Тут есть еще всякие другие сладости. Видите, много-много разных. Даже есть айва от лысы до варашка. Даже есть айва. Сейчас я вам найду. Но муж говорит, уже не сезон. Не нашла. Так, смотрите, вот Мира хочет кадаи. Такая вкусняшечка. Это не это. А, это кюнефе. Мира хочет вот это, да? Это тоже кюнефе. А где кадаи? Вот это, да? Мира вот такой хочет, кадаи. 430 лир вот это. А кюнефе идет с сыром внутри. Вот такая вкусняшечка. 490 лир. Это очень, конечно, тоже вкусно. Так, сладости из айвы я хочу вам найти. Сейчас посмотрю, если найду. Вот она, смотрите. Ну, сейчас не сезон, к сожалению. Вот так она действительно выглядит, такого цвета. 450 стоит. Давайте посмотрим еще, что по напиткам. Так, ну, капучино вот 270. Американо 250. Чай здесь стоит 90 лир. Такая подача необычная. Я заказала тоже чай. Сейчас посмотрим, как принесут. И турецкий кофе я нашла. Вот турецкий кофе классический, 210 лир стоит. Кстати, можно здесь его и купить в таких же упаковках, я видела внизу. Когда поедим, я покажу вам, как там внизу атмосфера и что продают. Смотрите, какой красивый. Мне принесли чаек, прям как в меню. Мне нравится, знаете, когда в меню не обманывают, а действительно так же, как и на фотографии, знаете, ожидание, реальность оправдывается вместе с кусочком лукума. Вид здесь тоже, кстати, очень красивый, смотрите. Видно Босфор, меню.
Это вот как раз там причалы Меню, с которого отправляются катера. А внизу трамвайная остановка, я вам уже показывала. Какая красивая подача. Просто вау. Какой-то соус, я сама не знаю, что за соус. Похоже на молоко, но он густой. Шоколадная баклава это вот. Сейчас будем с вами пробовать. У мужа такая паша табак называется, тарелочка паша. Разные здесь у него. Ну, все с фисташками, короче. Различные виды баклавы с фисташками. А у Мири кадай. Ну, давайте сейчас будем пробовать. Gerçek fıstık tadı. Буду пробовать баклаву. Сначала мне интересно попробовать вот эту шоколадную. Соус. Соус похож на молочный пудинг. Он такой густой. Вот это самое вкусное место. Видите? Ну, неплохо. Но мне больше нравятся обычные, не шоколадные баклавички. Сейчас мы с вами тоже ее попробуем. Вот это вот самая настоящая баклава. Обожаю. Именно с фисташками, с орехами тоже, кстати, вкусно, но с фисташками обалденно. Всем советую попробовать. Заходите сюда, это место реально очень популярное, и оно себя зарекомендовало уже очень много-много лет. Поэтому вы не пожалеете. Можете быть уверены, что этот вкус вам точно понравится. Давайте с соусом теперь попробуем еще. Мне, наверное, без соуса нравится больше. Ну что, мы душу отвели, пахлаву попробовали, наелись, а теперь давайте просто вместе поглазеем на эти витрины. Потому что Хафиз Мустафа это не просто кондитерская, это настоящий музей сладостей. Ну, сами посмотрите. Глаза, конечно, разбегаются. Посмотрите на эти пирамиды из лукума, шоколадную пахлаву, сувенирные жестяные коробочки, которые туристы скупают ну просто пачками домой. Цены здесь, конечно, выше средних по Стамбулу, честно скажу. И это очевидная переплата за бренд и красивую локацию. Но, тем не менее, здесь самая вкусная пахлава и турецкие сладости. И если вы хотите привезти из Турции действительно презентабельный, премиальный подарок, то вам точно сюда. Заплатили мы за наш заказ 1600 практически лир, это где-то $34. Чай вот 90 лир стоит, наши тарелочки со сладостями 430, 570 лир. Ну, вот видите, такие вот цены. Да, не дешево, но было очень вкусно. Видите, как здесь фруктики продают, порезанный арбузик прямо вот так. 200 лир стоит такая порция, вот по 180 есть. Черешня по 200, 150 зеленая слива. А это называется «Покажи мне, что ты в Турции, не говоря, что ты в Турции». Посмотрите, стоит такой автомат, кидаете туда монетку, причем в разной валюте можно, и из этого автомата высыпается для кошечек корм. Здесь, смотрю, много накидали, здесь полная тарелочка корма. Так что коты в Турции голодными точно не останутся. Ну а мы, сделав полный круг, вернулись на трамвае назад в Султанахмет, где начинался наш день. За несколько часов мы успели увидеть знаковые места Стамбула, попробовать вкусную еду, заглянуть в бесплатный музей и просто насладиться атмосферой этого удивительного города. И если у вас всего один день в историческом центре, то смело сохраняйте этот маршрут, он получился очень насыщенным и при этом совсем не утомительным. Наша прогулка прошла просто чудесно, и на память мне остался вот такой вот платочек. Все оцениваю на 10 баллов. Кавурма была просто превосходная, ну а баклава хоть и дорого, но всем советую обязательно ее попробовать. Всего на этот маршрут вместе с едой мы потратили вот столько. Я подпишу здесь цену в лирах и в долларах, а вы пока напишите, где в Турции вы ели самую вкусную пахлаву. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые маршруты по Стамбулу. Спасибо, что провели этот день с нами. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока.